Добрый день, меня зовут Дмитрий, я инженер компании Veravix. В этом видео я расскажу о сокращении энергозатрат на производстве. Основные энергозатраты при работе автоматической СИП-станции – это нагрев моющих растворов 85%, использование воды 8%, электрические привода 6%, использование сжатого воздуха 1%. Учитывая, что основные энергозатраты относятся к тепловым потерям, их анализ первичен. Структура потерь энергии на нагрев состоит из теплопотерь от горячих поверхностей, теплопотери нагретых жидкостей, выбор параметров мойки, нагрев, время и расход. Следует учитывать, что потери энергии прямо пропорциональны разнице температур между поверхностью и окружающим пространством, площади поверхности, времени контакта. Соответственно, рекомендуется теплоизолировать поверхности с температурой более 45 градусов Цельсия. Как пример, изоляция поверхности с температурой более 60 градусов Цельсия окупается менее чем за 2 года. Основные источники теплопотерь это паровые трубопроводы и арматура, емкостное оборудование, теплообменное оборудование и трубопроводы. Низкое энергопотребление и выбросы СО2 гарантируются благодаря полной изоляции бака накопителя. Например, для бака объемом около 6 метров кубических, предполагая в среднем 10 ежедневных промывок при температуре 85 градусов Цельсия, изолируя не только корпус, но также крышку и дно бака, можно уменьшить общее потребление энергии от 510 тысяч до почти 230 тысяч килокалорий в сутки с ежедневной экономией около 14 евро. Что, учитывая более высокую стоимость покупки из-за полной изоляции бака, срок окупаемости составит примерно до 1,6 лет. Не говоря уже о сокращении выбросов СО2 примерно на 20 тонн в год. Для больших резервуаров емкостью до 20 метров кубических можно получить еще лучшие результаты. Теплоизоляция паровых труб может сократить энергетические потери на 90%. Это одно из самых быстро окупаемых энергосберегающих мероприятий в системе распределения пара. Средний срок окупаемости изоляции трубопроводов, по которым транспортируется пар или горячая вода, около 1 года. Труб, по которым передается конденсат, 1,5–2 года. Моющие растворы достигают температуры 85 градусов Цельсия. При мойке технологического оборудования и трубопроводов происходят сбросы горячих моющих растворов, которые после нагреваются вновь. Это как и невозможность вернуть их обратно, так и флипование клапанов. Образуются смешанные фазы, которые уходят в дренаж. Но для многих процессов допустимо повторное использование моющих растворов. Типичные примеры потерь. Объекты мойки не имели возвратной магистрали к СИП-станции. Процесс позволял проводить СИП с повторным использованием моющих средств вместо их дренирования. Тупиковые клапана на флипование открывались на 5 секунд, хотя наибольший эффект мойки достигается в момент открытия и закрытия клапанов. Процесс СИП-мойки напрямую зависит от параметров мойки. Их рациональный выбор с точки зрения энергоэффективности предполагает увеличение механической составляющей перед температурой моющих растворов и временем. Как пример, использование струйных моющих головок для емкостного оборудования вместо щелевых, увеличение турбулентности в трубопроводах с расходом жидкости не менее 1,8 метров в секунду. Выбор параметров индивидуален во многом по причине разных продуктов и загрязнений, конструктивных особенностей оборудования и трубопроводов. Однако для всех случаев работает правило анализ и оптимизация параметров под вас с проведением тестов и лабораторными смывами. Это позволяет найти наилучший вариант для вашего производства. Необходимо помнить, что питьевая вода – ценный ресурс, поскольку ее производство затратно. Экономия воды, кроме оптимизации потерь горячей воды, обеспечивается использованием последней промывной воды на первом этапе следующего СИП. Не стоит забывать, что установка частотных преобразователей на насосы с контролем расхода или давления для обеспечения наиболее эффективной мойки с оптимальным потреблением электроэнергии приводами насосов. Это также сказывается на сокращении энергозатрат.
Аксиома в том, что оборудование в плохом техническом состоянии бьет по карману владельца. Увы, не все представляют уровень затрат от негерметичных уплотнений, изношенных насосов, забитых моющих головок, а данные упущения могут перечеркнуть все решения по внедрению энергоэффективных мер. Поддержание заведомо более заниженной, к примеру, на 10 градусов Цельсия температуры в емкости во время приготовления раствора щелочи или во время паузы, при условии того, что во время цикла мойки эта дельта по температуре будет компенсирована. Это позволит увидеть в долгосрочной перспективе рациональное использование утилит и, как следствие, экономию по потреблению пара. К примеру, почти половина энергии предприятия по переработке молока расходуется на очистку технологических линий и оборудования. Расчет точной температуры, необходимой для очистки оборудования, имеет решающее значение для снижения энергопотребления. На каждый 1 градус Цельсия снижение температуры СИП будет примерно на 1/60 меньше энергии, необходимой для нагрева жидкости. Простая программа мониторинга технического состояния конденсатоотводчиков может значительно сократить потери тепла. Например, если техническое обслуживание не проводилось в течение 3-5 лет, то, как правило, около трети конденсатоотводчиков находятся в неисправном состоянии, позволяя пару просачиваться в систему отвода конденсата. Из практики у предприятий, на которых существует программа мониторинга конденсатоотводчиков, не более 5% конденсатоотводчиков находятся в неисправном состоянии. Средний срок окупаемости замены и техобслуживания одного конденсатоотводчика менее чем полгода. Программа мониторинга конденсатоотводчиков обычно сокращает потери пара на 10%. Использование современных термостатических конденсатоотводчиков может сократить энергопотребление и в то же время повысить надежность всей системы. Основное преимущество термостатических конденсатоотводчиков в том, что они открываются, когда температура приближается к уровню насыщенного пара плюс-минус 2 градуса Цельсия. Выбрасывают неконденсирующиеся газы после каждого открытия и находятся в открытом состоянии в начале работы системы, что обеспечивает ее быстрое нагревание. Также эффективность работы и, как следствие, сокращение энергозатрат в целом влияют такие пункты, как правильное расположение элементов паровой арматуры, коэффициент теплопередачи, материал и тип теплообменника, производительность теплообменника, наличие утечек. Об этом и многом другом можно будет узнать в наших следующих видео. Если у вас возникли вопросы о данной теме, можете задавать их в комментариях под видео или связаться с нами любым удобным для вас способом. Контакты приведены на экране. Спасибо за внимание.